военный трибунал разжаловал адмирала в матросы. Пошел слух, что все из-за английского портера. Носили его вот так, на груди. Этот горжет не простой, а гвардейский. Где 1 фунт и 8 шиллингов русскому солдату, который 5 лет, понимаешь, за англичан кровь проливал. Англичане отморозились совершенно. Верните, пожалуйста, датчанам обратно их флот. Уматывайтесь из Копенгагена. И была объявлена настоящая война между английской короной и российской. Какая там война с Испанией? Нонсенс это все. Завоевывать Россию у Наполеона, конечно, не было никаких планов. Был реалистом. Но все пошло не так. Осуждать легко. Вот вы, как говорится, останьтесь с одним корпусом против 2 французских маршалов. И посмотрим. Лермонтов был не только гениальным поэтом, он был еще и настоящим кавказцем. Предполагалось, что этот гребень немного и защищает, если рубить сверху саблей. Безусловно, это лучше, чем по голове. И снова добрый день, дорогие друзья. Я рад видеть вас снова в нашем цикле бесед, рассказов из русской истории. И сегодня я продолжаю рассказывать вам некоторые интересные моменты нашей русской военной истории, опираясь на ваши вопросы, которые мы получаем самыми разными способами, от Телеграма, Ютуба до почты канала «Культура». Они очень поддерживают нас. Они показывают нам, куда двигаться, подсказывают новые темы. И сегодня я выбрал несколько очень интересных вопросов о малоизвестных войнах в нашей истории, но очень поучительных. Я надеюсь, вы получите удовольствие, такое же, как получал я сам, когда поглубже знакомился с этими эпизодами. Они многое говорят о нашей стране, о наших людях. Расскажу я вам о войне с Англией. Да-да-да. Войне России с Англией. Настоящей. Всеми забытой. И вы не поверите, еще войне с Испанией. Да. И с Испанией мы тоже как бы воевали. Ну, начнем с Англии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, спрашивает наш телезритель. Англо-русская война начала XIX века. В полном смысле слова, конечно, это была не совсем война. То есть юридически все было по-настоящему. Посольства распущены, отозваны послы, война объявлена и были даже бои. В общем, все это на самом деле из-за Наполеона. 1807 год. Александр I и Наполеон встречаются на плоту в Тильзите. Все это так очень романтично, по-рыцарски, со взаимным уважением. И заключают так называемый Тильзитский мир. Мир крайне непопулярный в высшем русском обществе. Очень непопулярный среди наших военных, потому что, в какой-то степени мы признавали себя ущемленными, по крайней мере, морально. Хотя это был мир, где не было победителей и проигравших. Это был мир равных. Нас уговаривают присоединиться к континентальной блокаде Англии. А, собственно, поводом к войне между Россией и Англией стала не континентальная блокада, а нападение Англии на Данию. Да-да, вы не поверите. В тот момент Дания – союзник Российской империи. Под предлогом борьбы с блокадой английский военно-морской флот, во-первых, захватил весь датский флот прямо на рейде где-то в Копенгагене, оккупировали Копенгаген и стали там всем распоряжаться. Александр I выразил решительный протест и предъявил англичанам ультиматум. Верните, пожалуйста, датчанам обратно их флот. Уматывайтесь из Копенгагена и вообще возместите все убытки. Англичане не согласились, предпочли разорвать с нами дипотношения, отозвать посольство, и была объявлена настоящая война между английской короной и российской. Воевать, честно говоря, было особо негде. У нас сухопутных границ нет.
да и, в общем-то, неохота. Англичане в свойственной им манере решили нанять для войны третью страну и обязались платить своему союзнику, Швеции, 1 миллион фунтов в год, если Швеция возьмется воевать с Россией как бы за Англию. Наполеон, узнав о том, что англичане наняли для войны шведов, написал Александру письмо со всей революционной французской прямотой, предложил, что он, в общем-то, ничего не имеет против, если Россия разгромит шведов и вообще заберет себе всю Швецию, присоединит ее к Карельской области. Такого, знаете, прямодушия даже Гитлер не допускал. Он как-то не предлагал Сталину просто так занять Финляндию. Боже упаси. Он говорил о том, что Финляндия находится в зоне политических интересов Советского Союза. А вот Наполеон прямо так подзуживал. В общем, началась война со Швецией. И во время этой войны произошло самое крупное боестолкновение наших с англичанами. Действительно, погибло несколько десятков русских моряков. Английская эскадра подошла на Балтику помочь шведам и столкнулась там с русским флотом под командованием адмирала Ханыкова или Ханыкова. Посмотрев на английскую эскадру, наш адмирал решил в бой не вступать. Еще раз скажу, никто с англичанами воевать не хотел. Формальное состояние войны было. Мы не рассматривали англичан тогда как наших ни в коей степени геополитических противников. Но не было у нас с англичанами военных ранее конфликтов. Но война есть война. Эскадра наша решила отступать. И один из наших линкоров, линейных кораблей, неожиданно сел на мель. Англичане его догнали. Завязалась перестрелка. Корабль наш сильно повредили. И командир наш по фамилии Руднев, однофамилец, а может быть даже и предок прославленного капитана Руднева с легендарного крейсера «Варяг», который врагу не сдается, спустил Андреевский флаг. То есть сдался. Флаг попал к англичанам. И, кажется, это единственный русский военно-морской флаг в коллекции британских побед. Кстати, капитан наказан не был за это. Было разбирательство. Признали, что он сделал все возможное. Как там сопротивляться? Ты сидишь на мели, тебя со всех сторон обстреливает несколько английских кораблей. А вот адмирал Ханыков был признан виновным. Наши ведь отступать не привыкли. Ни на суше, ни на море. Признали его виновным в поспешном отступлении, внимание, в кавычках, без малейших причин. Причина, что была сильная английская эскадра, это для русского моряка не причина не вступить в бой. И вообще, Ханыкову сказали, что он утратил управление. Капитаны его плохо слушались, это правда. Как-то по-дурацки потерял линейный корабль. Военный трибунал разжаловал адмирала в матросы. Дальше он должен был до конца жизни служить матросом на корабле. Но император Александр I заменил наказание просто увольнением с военной службы, как было написано, ради из-за долгой, беспорочной службы. Тут же родилась масса историй и анекдотов. С какой стати этого адмирала Ханыкова вдруг император простил, помиловал, отменив решение военного суда? Пошел слух, что все из-за английского портера. Что такое портер? Портер – это английское пиво. Темное, типа Гиннесса. Темное и крепкое. Оно тогда было очень популярно. Портер – это вообще грузчик. По-английски грузчик портовый. Поэтому, наверное, в свое время зарождалась популярность этого пива где-то в английских портах. В общем, моряки этот крепкий напиток любили. И вот этот фирменный английский портер был в России популярен. Поставлялся в бочках, в бутылках, по-разному. И, как считают некоторые историки, император Александр I очень портер любил. А после начала континентальной блокады поставки портера прекратились. Адмирал же Ханыков по совместительству был еще и комендантом Кронштадта. И вот как-то к нему в Кронштадт Александр I заехал пообедать. Зная, что Александр является большим любителем английского портера, которого в России быть не могло после континентальной блокады, разве что как контрабанда.
Ханыков сказал своему камердинеру в присутствии государя: «Голубчик, когда мы с тобой последний раз были в Англии, должно быть, там осталась какая-нибудь одна бутылочка. Ну, там в углу с левой стороны в погребе посмотри, поищи и принеси». Нашлась бутылочка. Потом в следующий раз Александр еще раз заехал проведать коменданта Кронштадта. И опять повторилось то же самое. Потом в третий раз нашлась бутылочка. Александр I не выдержал и спросил: «А это точно последняя бутылка?» Ханыков ответил уклончиво: «Не знаю, надобно поискать». Одним словом, после присоединения России к континентальной блокаде император довольно часто стал обедать у коменданта Кронштадта. Вот такая была легенда. Простил из-за Портера. Хотя на самом деле, я думаю, все объясняется гораздо проще. Дело не в контрабандном английском пиве. Дело в том, что просто Ханыков был заслуженным ветераном. Было ему уже к тому моменту, считайте, под 70. Ну, что обижать старика? Всю жизнь в строю. Его пожизненно в матросы. Нехорошо. Пожалел его Александр. Но в ходе той русско-английской войны было и немало других боестолкновений. Как-то раз английский фрегат, большой корабль, 50 пушек, пиратским образом, то есть обманом, спустив флаги и введя таким образом в заблуждение командира русского катера. Что такое катер? Катер – это не на моторе, не путайте. Катером тогда называли одномачтовое парусно-гребное судно, маленькое, всего 14 пушек. Поэтому командовал таким маленьким катером, таким маленьким судном не капитан даже, а просто лейтенант. Лейтенанта фамилия была Невельской. Вот не знаю, может быть, родственник, а может быть, предок тому самому Невельского. Надо, как говорится, покопаться. Род этот старинный, морской. И вообще у моряков в части были такие долгие династии. Лазаревы, Чичаговы, Синявины. Может быть, и Невельской оттуда же. И вот, спустив флаги, английский фрегат подобрался вплотную к нашему катеру и резко, в последний момент, потребовал сдаться. Ну, дальше что делать? Прямо перед тобой фрегат огромный, который тебя просто в щепки разнесет одним удачным залпом. Но русские в данном случае не сдались, а приняли бой. Бой, не поверите, этого крошечного катера с фрегатом продолжался 4 часа. То есть 4 часа наши маневрировали, уходили от обстрела, отстреливались. То есть, как после того, как наш катер дал сильную течь и вообще потерял любую возможность передвигаться, потеряв все паруса, англичане смогли на него высадиться, захватить, взяли в плен тяжелораненого Невельского и потребовали от Невельского, как принято было с захваченными кораблями, чтобы он дал команду своим матросам спустить Андреевский стяг и отдать его англичанам. Невельской отказался. Сказал, что такую команду не даст. Англичане кинулись сами, но не смогли стяг снять. Дело в том, что Андреевский флаг был закреплен на корме, и не просто закреплен, а как-то так сильно прикручен, что его оторвать было совершенно невозможно. Пришлось кинжалом просто разрезали. История умалчивает, что случилось с нашим неспущенным Андреевским стягом. В конце концов, англичане всю нашу команду, но тех, кто остался в живых, даже не взяли в плен, а в ближайшем порту высадили, сказав, что вот отпускаем вас всех на свободу из уважения к вашему мужеству. Сам катер, конечно, утащили в Англию, потом, наверное, починили и продали. Англосаксы – народ хозяйственный. Александр I очень красиво наградил молодого лейтенанта Невельского, всего лишь лейтенант флота, младший офицер. Он повелел, чтобы в будущем никогда не назначали кому-то на корабль под чужое командование, а только командовать собственным судном. Вот так он рос в чинах и рос в кораблях, всегда, будучи с того момента только капитаном. Флаг капитан не спускает. Еще один интересный эпизод этой войны – Лиссабонская блокада. Наш прославленный адмирал Синявин, победитель турок, французов, один из многочисленных Синявиных в военно-морском семействе, оказался в Лиссабоне во главе небольшой русской эскадры, запертый. Но у него была альтернатива – сжечь свои корабли, принять неравный бой и наверняка
потерпеть тяжелое поражение. Ну, а поскольку я же не случайно сказал, что этот тильзитский мир был очень непопулярен, воевать с англичанами мы не хотели. И самое главное, все понимали, что это какая-то временная история, что неизбежно с англичанами-то мы скоро помиримся. А вот воевать придется с Наполеоном, с французами. Синявин договорился с англичанами уникальным образом. Он флот им сдал на хранение. То есть было подписано обязательство, что как только война закончится, весь флот целиком вернется России. Таким образом, флот сохранил формальные указания, которые ему слали из Петербурга, что в подобных обстоятельствах надо непременно сражаться, сжигать и так далее, не выполнил. Но сохранил жизни моряков от бессмысленной совершенно бойни с тем противником, который нам, в общем, стратегически не противник. И самое главное, сохранил в российской собственности все военные корабли. Война с Англией прекратилась сразу же, как только Наполеон напал на Россию. Моментально было подписано перемирие, и Англия стала нашей союзницей против Франции. Естественно, все корабли сразу вернула. Кстати, не должно складываться впечатление, что во всех этих морских боях с англичанами прямо либо косвенно верх одерживали англичане. Нет, всегда было по-разному. Был вот интересный случай. В 1811 году, когда русские захватили английский корабль, небольшое военно-морское судно, но захватили его таким, знаете, очень необычным, истинно русским образом. Как-то раз наш кавалерийский патруль где-то на побережье современной Эстонии заметил вдалеке идущее к берегу судно. Была сильная непогода, и наши решили, что это просто торговый корабль, который терпит бедствие. Надо как-то ребятам помочь. Кавалеристы спешились, взяли еще несколько крестьян вместе с лодками, крестьяне, рыбаки, эстонцы, из соседнего хутора, и поплыли на шлюпках помогать спасать этих несчастных торговцев. Оказалось, что корабль военный, капер, корабль английский, и, в общем, обратно вернулись только крестьяне, причем, как было отмечено в донесении, все при этом были поранены. А всех солдат, которые поплыли спасать кавалеристов, англичане просто взяли в плен. Когда старший офицер на берегу, это был некий штаб-ротмистр Уланского полка Бородзич, я имя не нашел, когда этот штаб-ротмистр узнал, что несколько его подчиненных кавалеристов предательским образом, практически по-пиратски англичанами захвачены, он развил бурную деятельность. Нашел в этой деревне эстонской еще несколько лодок, посадил туда своих улан и ночью поплыл к кораблю. Из-за сильного ветра, ночь, непогода, англичане находились довольно близко к берегу, видимо, боялись, что корабль унесет на якоре. И тут появляются наши на лодках, уланы. Они окружили корабль, ни разу не моряки, и стали палить по кораблю все, что у них там было. Может, ружья какие-то, револьверы, пистолеты. Англичане такой ночной пальбы не выдержали и выкинули белый флаг, сдались. Хотя, как выяснилось впоследствии, ни один англичанин был не то что не убит, и даже не ранен. Как там попасть? Ночь, шторм, страшно. Захватили наше судно, захватили всю команду, своих освободили. Среди англичан оказались, кстати, еще какие-то пленные шведы, какой-то негр один. Выяснилось, что это действительно каперское, пиратское английское судно, которое по лицензии королевской совершает нападение на русские торговые суда. О происшествии местный начальник береговой охраны, который отвечал за пресечение деятельности разного рода контрабандистов и каперов, некий подполковник Геринг, дал же Бог русскому офицеру такую фамилию, проинформировал наверх. Рапорт дошел до самого Барклая де Толли, военного министра. Военный министр, видимо, очень развеселившись тем, как несколько эстонских шлюпок с нашими уланами захватили английский капер, распорядился Бороздича повысить в звании, дать ему чин ротмистра, корабль пиратский продать на аукционе, а все деньги разделить между участниками операции по захвату судна, причем даже среди крестьян. Об этом узнал губернатор Ревеля, принц Ольденбургский. И он обратился через голову Барклая де Толли к царю. Почему
деньги раздать каким-то уланам и крестьянам. А где моя доля в добыче? Я все-таки местный начальник. Дело в том, что по морскому уставу высшее командование, даже находясь на берегу и не участвуя ни в каких боях, формально тоже считалось участником всех викторий и должно было участвовать законно в дележе добычи. Александр I удивился жадности принца Ольденбургского и высочайше утвердил решение министра Барклая. Деньги отдать только тем, кто непосредственно участвовал в абордажном деле. Ну, я не знаю, честно говоря, насколько дорого стоило это судно. Там, наверное, было и судно, и добыча какая-то, накопленная пиратами. Много всего. В итоге, когда все поделили в пропорции с коэффициентом трудового участия, каждому солдату и крестьянину досталось по 114 рублей. Это, между прочим, друзья мои, жалование солдата-рекрута за 10 лет. Так, ни много ни мало. А ротмистру вообще досталась сумма астрономическая – 10 тысяч ассигнациями. Ну, вот тут бы и сказочки конец счастливый. Хэппи-энд получился половинчатый, потому что военная бюрократия, случай нестандартный, сумма большая. Тогда это называлось призовые деньги. Пока шла переписка между Ревелем, штабами, военным министерством, жалобы коменданта Ревеля, началась война с французами. И когда это решение было окончательно утверждено, прошло 2 года. В войне с французами погибла половина участников того лихого кавалерийского абордажа. Из 43 солдат и офицеров уцелело только 20. В том числе погиб и главный герой, ротмистр Бородзич. Он погиб в первые же дни в кавалерийской сшибке с французами, где-то под Витебском. К чести России надо сказать, что все-таки деньги государство не присвоило. Все деньги убитых солдат были отправлены их семьям. В казне не остались. Еще любопытная история, так чтобы сравнить военно-морскую бюрократию российскую и британскую. И понять, что все бюрократии, в принципе, примерно одинаковы. И наша еще, может быть, и не самая худшая. Расскажу вам еще один интересный случай по поводу выплаты военного жалования, который случился с нашим солдатом. История знает его фамилию, имя неизвестно. Речь идет о судьбе русского солдата Трофимова. Судьбы у нас такие бывают. Простого солдата. Опять же, снимай кино. Он попал во вражеский плен. Это те же самые времена, начала XIX века. Как попал, история умалчивает. Может быть, под Аустерлицем. Сотни русских пленных после Аустерлица, оказавшись во французском плену, их заставили просто служить во французской армии. Конечно, против русских они не воевали, но их всех насильно в солдаты и в Испанию, так сказать, подальше, чтобы к себе домой не сбежали. И вот каким-то образом этот солдат Трофимов сначала оказался во французской армии, а оттуда попал в плен к англичанам. То ли он от французов сбежал, то ли захватили его, непонятно. Дальше он оказался в английской армии. Английская армия все-таки наши союзники, воевать за англичан не так обидно. И в английской армии он воевал 5 лет, сражаясь против Наполеона в составе какого-то егерского полка. Когда все войны закончились, уже в 1815 году его наконец-то отпустили, посадили на корабль и отправили домой в Кронштадт. Все, мол, гудбай. Демобилизация. Приехал в Россию с документами, красивым, на хорошей бумаге, английским паспортом, в котором в высокопарных выражениях по-английски заявлялось, что егерю Трофимову дана из британской армии отставка, и всем британским чиновникам предписывалось оказывать ему полное содействие в возвращении на родину. Но самое главное, поскольку егерь Трофимов в британской короне служил, как было написано, честно и верно, ему полагалась награда. Отпускные, что ли? Или микропенсия. 1 фунт и 8 шиллингов. Это сегодня, друзья мои, фунт 8 шиллингов, это в метро в Лондоне проехать. Не знаю, хватит ли. А тогда фунт 8 шиллингов – это 35 рублей. Это, в общем, приличные деньги для солдата рядового. По прибытию в Россию Трофимов предъявляет этот паспорт нашим чиновникам, которые, в общем-то, не по злому поинтересовались.
Тут написано, что деньги тебе английские дали, а деньги где? Валюта, может, поменяешь. Какие деньги, спросил Трофимов. Я денег никаких в глаза не видел, дали только бумагу. А что в нем по-английски написано, я не знаю. Мне не рассказали. Просто предложили эту бумагу всем англичанам и вообще всем чиновникам в портах показывать. Они люди грамотные, разберутся и помогут. В общем, невозможно это себе представить. Но дело рядового Трофимова, у которого паспорт английский есть, бумага на наградные есть, а денег нет, дошло аж до самого министра иностранных дел Ниссельроде. Ниссельроде предписал нашему послу в Англии выяснить, где деньги, почему рядового лишили его наградных, где 1 фунт и 8 шиллингов русскому солдату, который 5 лет, понимаешь, за англичан кровь проливал. Англичане отморозились совершенно. Министр иностранных дел Великобритании Карсли заявил русскому послу, что провел тщательнейшее расследование, что в егерском полку обнаружена финансовая книга, в которой напротив фамилии Трофимова стоит крестик. Ну, крестик, потому что солдат безграмотный. А если крестик стоит, значит, данный праве Трофимов деньги не только взял, но и расписался по закону в их получении. Об этом под присягой засвидетельствовал некий сержант Стил. Мол, русский солдат лжет. К сожалению, когда этот ответ из Англии через 2 года пришел на родину, Трофимов к этому моменту то ли уехал куда-то, то ли умер. Не обнаружили Трофимова, все это заглохло. Раздувать скандал не стали, да и самого Трофимова нет. Молчаливо закончилось тем, что Трофимов ничего не получил. Вроде бы как сказал неправду. А я, честно говоря, думаю, что деньги прикарманил британский сержант Стил. Видит русский неграмотный, поставил за него крестик в книге расходов, почти 1,5 фунта себе. Знал ведь, что Трофимов сейчас сядет на корабль и никогда обратно не вернется. Вот такая, мол, история. Ничем английская бюрократия, поверьте мне, не лучше российской. Следующий вопрос. Тоже вопрос любопытный. С удивлением прочитал, что в 1799 году Россия объявила войну Испании. Что это было? Это, друзья мои, исторический курьез. Странная война. Война была. А вот тут, в отличие от войны предыдущей с англичанами, где хоть какие-то были где-то на краях боестолкновения, вообще никаких боевых действий не велось. Там войну объявила не Испания, Россия, а наоборот. Павел I объявил войну Испании. Наш государь-император, точно как барон Мюнхгаузен в известном кино, который объявлял войну Англии. Причина – Мальтийский орден. Когда мальтийские рыцари, я напомню вам, посмотрите, очень популярная в интернете есть лекция вашего покорного слуги о Павле I, там подробно я об этом рассказываю. Когда мальтийские рыцари перебрались в Россию, спасаясь от Наполеона, который таким же пиратским способом захватил нашу Мальту, которую мы считали почти что нашей губернией, они провозгласили Павла своим великим магистром. И вот король Испании Карл IV, этакий невежа, отказался признать новый титул российского императора. Павел I воспринял это как личное оскорбление и, недолго думая, объявил Испании войну. Испанский король в ответ тоже объявил войну России. Причем в каком-то довольно ёрническом тоне. Было написано следующее, кавычки. «Среди других особо желает выделиться Россия». Это императорский указ испанский. Император, который, недовольный тем, что присвоенный им титул не соответствует ему, а высказанные намерения на этот раз не нашли сочувствия с моей стороны, издал декрет об объявлении войны, публикация которого уже достаточно для осознания глубины его неразумности. По-простому выражаясь, чуть ли не дураком Павла I назвал. В общем, я с трудом себе представляю, если бы с этим декретом так внимательно Павел I ознакомился, чем бы это все могло закончиться, если бы России и Испании было где воевать. Но воевать нам было негде. Совершенно. В общем, честно говоря, и незачем. Было у этой войны одно такое единственное позитивное последствие.
Поскольку мы все-таки немножко опасались нападения испанцев, напасть они могли только на наши владения в Америке, то есть на Форт Росс, в Калифорнии и прочее, Павел именно тогда решил создать объединенную, единую российско-американскую компанию, поставив под ее контроль все открытые до этого и колонизируемые нами в Америке земли. Для развития русско-американской компании и развития Русской Америки вот эта ненастоящая война, можно сказать, бюрократически пошла в плюс. Вскоре уже не прошло и полгода, как Павел резко изменил внешнеполитический курс Российской империи, выгнал из России послов Англии и Австрии, которые предатели не по-настоящему помогали Суворову в Альпийском походе, вообще вели себя недостойно. И стало понятно, что какая там война с Испанией. Нонсенс это все. Но формально война продолжалась до самого воцарения Александра I, при котором так без единого выстрела и закончилась, не начавшись. Все бы войны были такие. Не всегда так получается, к сожалению. Следующий вопрос. Елена Винотовская. Я бы сказал, здесь два вопроса я объединю. Почему Наполеон пошел на Москву, ведь столицей тогда был Санкт-Петербург? Это вопрос от Елены. И вот еще вопрос от другой нашей телезрительницы. Расскажите о Витгенштейне, который фактически спас Петербург. Нет, это не от телезрительницы, это вопрос, не поверите, от Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего старого подписчика и телезрителя. Он известный человек, троюродный, по-моему, праправнук как раз того самого Михаила Юрьевича Лермонтова, которого так ценил генерал Ермолов. Вопрос, расскажите о Витгенштейне. Мы со школьных уроков помним слова, которые приписываются Наполеону. Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги. Если я возьму Петербург, я возьму его за голову. А заняв Москву, я поражу ее в самое сердце. Говорил Бонапарт это на самом деле или нет, мы не знаем. Как и многие великие цитаты, приписываемые великим. Знаете, что такое афоризм? Я люблю повторять. Афоризм – это великая мысль, яркая, образная, сказанная великим человеком после смерти. Таких приписанных мыслей немало. Чемпионом здесь является, безусловно, Черчилль, Наполеон и наша Фаина Раневская. Но в любом случае, правда то, что Наполеон не пошел ни на Киев, ни на Санкт-Петербург, а пошел на Москву. А точнее, ему пришлось идти на Москву, приняв это решение под давлением обстоятельств. Начиная войну, Наполеон Бонапарт вообще не собирался захватывать ни Москву, ни Петербург. Перед ним стояла русская армия, точнее, несколько русских армий. И он собирался их разгромить по очереди в приграничных сражениях, после чего был убежден, что Александр согласится на его условия мира, то есть, по сути, войдет в наполеоновскую политическую сферу политического полувассалитета союзнического, самое главное, по-настоящему присоединиться к континентальной блокаде против Англии. То есть, завоевывать Россию в смысле военной оккупации у Наполеона, конечно, не было никаких планов, был реалистом. Но все пошло не так. Все пошло не по плану. Оценив обстановку на театре как весьма выгодную, наши армии были растянуты на 600 километров, а у Наполеона не просто было большое численное превосходство, он еще держал все свои силы в кулаке. Он двинулся сначала на захват Вильна, чтобы не допустить соединения Барклая и Багратиона, главных наших армий. Далее Барклай стал неожиданно отступать. Наши войска ушли из Дрисского лагеря, умелые действия наших арьергардов, в общем, все это заставило преследовать русскую армию аж до Смоленска, где Барклай и Багратион к расстройству Наполеона все-таки соединились. Это в условиях того времени было невероятно тяжело, потому что армия Наполеона делала все, чтобы вбить клин, чтобы не дать нашим войскам соединиться, нашим армиям. Они соединились. Но навязать генеральное сражение даже объединенным армиям Наполеон не смог. Барклай опять пошел против всех, хотя, в общем, честно говоря, большинство русских генералов было за сражение у стен Смоленска с Бонапартом. Но Барклай пошел против всех и увел армию еще дальше на восток,
в сторону Москвы по Смоленской дороге. Таким образом, наши успешные оборонительные действия не позволили Наполеону, во-первых, реализовать сразу свой огромный численный перевес. Чем дальше он двигался на восток, тем силы Наполеона, естественно, таяли. Он оставлял гарнизоны, солдаты отставали из-за болезней, но потом постоянные были сражения, поэтому, опять же, убитые, раненые, пленные. Коммуникации растянуты, плюс партизанская война. И, в общем, в конце концов, Бонапарт стал заложником ситуации. Повернуть назад – это расписаться перед всей Европой, перед союзниками своими многочисленными, что он коса нашла на камень, что у него ничего не вышло, что он проиграл кампанию. Значит, повернуть назад Бонапарт не может из политических соображений. Что делать? Вы видите, дорогие друзья, что мы с вами переместились из нашей телевизионной студии в музей, где много замечательных, очень ценных старинных экспонатов. Поэтому я не рискнул их все брать с собой на телевидение. Кое-что, относящееся к теме наших вопросов и ответов, я вам покажу. А именно вот эту вот замечательнейшую вещь. Шлем тяжелой кавалерии. Напоминает что-то античное, как у древнеримских, особенно древнегреческих героев. Помните? Это каска нижних чинов гвардейской тяжелой кавалерии начала XIX века. В Отечественной войне 1812 года в заграничных походах русской армии принимали участие 3 гвардейских полка тяжелой кавалерии. Кавалергардские, помним с вами, да, кавалергардов век недолг, атака кавалергардов самоубийственная и отчаянно храбрая под Аустерлицем. Второй лейб-гвардии конны, это тот самый, который атаковал стоящих в каре мятежников во время декабрьского восстания 1825 года на Сенатской площади. Ну и лейб-гвардии драгунские. Вот 3 полка тяжелой кавалерии. Они все вместе ходили в сокрушительные атаки при Бородино, Тарутино, Малоярославце. На Березине сражались в битве народов под Лейпцигом, штурмовали и триумфально входили в Париж. Свидетелями и участниками этих событий 100% была и эта каска нижних чинов, рядовых, это не офицерская, гвардейской тяжелой кавалерии. Изготавливались каски из толстой кожи. Это кожа, это не металл. Металлический налобник. На налобнике эмблема ордена Андрея Первозванного. Вот интересная вот эта вещь. Гребень из натурального конского очень жесткого волоса. Помимо красоты, моды на ампиры, опять же, неких ассоциаций с античными древними героями, предполагалось, что этот гребень немного и защищает, если рубить сверху саблей. Ребро жесткости держит удар, плюс соскальзывает металл. Ну, безусловно, это лучше, чем по голове. Это точно. Такие каски были элементами парадной формы наших кавалеристов вплоть до революции 17 года. И именно в таких касках лейб-гвардии конный полк атаковал как раз каре декабристов на Сенатской площади. Смотрите фильм «Союз спасения», там эта атака показана очень ярко. Поставлю эту бесценную вещь на место. Приходите в музей, вам много чего интересного покажут и расскажут еще из этой эпохи. Но вообще гораздо интереснее и подробнее о том, почему Наполеон пошел на Москву, а не на Питер, не на Киев, не на Харьков, не на Одессу. Вам надо прочитать у Тарля прекрасная серия его работ, объединенных общей темой 812 год. Глубоко и, самое главное, ярким, интересным языком. Я всячески это вам рекомендую. Кроме этого, роман Мережковского – это замечательнейший русский исторический писатель. Дмитрий Мережковский вообще чемпион. Он 10 раз, так, вы не ослышались, 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. Нас всегда не любили. Премии его обошли. Точно так же, как обошли Льва Толстого.
Так вот, роман Мережковского «Александр I» и серия исторических очерков. Роман в серии литературной критики прошлого. Автор – замечательный историк, профессор МГУ Дмитрий Гутнов. Ну, а также приложение в этой книге Николай Шильдер. Это русский военный деятель, генерал-лейтенант, специализировался как раз на биографиях наших императоров. Николай Шильдер, император Александр I, жизнь и царствование. И очень любопытные исторические мемуары об Александре и его дворе. Фрейлины, супруги императора Александра I, полячки, Жуазель, Гуфье, Софии. Все эти произведения вы можете прочитать под одной обложкой вместе с романом Дмитрия Мережковского в серии «Собиратели земли русской». Пожалуйста, получите и удовольствие, и много чего узнаете об этом времени интересного от первоисточников, от свидетелей этих событий и от профессиональных историков. Всячески вам, дорогие мои друзья, рекомендуем. И вот основные силы Наполеона шли на Москву, но на Петербург все равно Наполеон наступал. Про это надо помнить. После отхода первой армии к Смоленску Барклай оставил прикрывать Петербург корпус того самого Витгенштейна. А Наполеон против Витгенштейна выдвинул 2 корпуса. То есть там по-разному считается, примерно в 2,5 раза большей численности 2 своих корпуса. Что получилось в результате? Главные силы свои Наполеон ослабил, примерно 60 тысяч штыков. Далее корпус Витгенштейна стал грамотно действовать, маневрировать. И все это не позволило французам и пруссакам, там был еще прусский корпус за Наполеона, двигаться к Петербургу беспрепятственно. Несколько сражений, Витгенштейн действовал успешно. Продвинуться вперед наполеоновские войска не смогли. Так Витгенштейн получил славу спасителя Петербурга. Насколько эта слава обоснована? И пару слов о самом Петре Витгенштейне. Начну со следующего. В лекции о генерале Ермолове рассказывал вам, что когда Александр I спросил Ермолова, чем его наградить, то Ермолов прилюдно пошутил на грани дерзости, отвечая на вопрос государя: «Государь, пожалуйте меня немцам». Эта острота потом передавалась из уст в уста. Почему на тот момент это казалось так дерзко и смешно? Потому что русские офицеры, все как один, были убеждены, что быть немцем, Витгенштейном, Барклаем де Толли, Бенкендорфом, мало ли их было на русской службе, Винсент-Героди, много-много-много немецких офицеров. У них такое землячество у немцев, они друг другу помогают, царь их любит, и возможности продвинуться по службе у немца гораздо больше, чем у прирожденного русака, такого как Ермолов или Платов. Витгенштейн, конечно, никакой был не немец. Это был, выражаясь нашим современным языком, настоящий русский немец. По паспорту, по документам Петр Людвиг Адольф, все его звали Петр Христианович, иногда и Петр Петрович. Родился он в Переяславле, где одноименная Переяславская Рада. Честный рубака, всю жизнь на русской службе военной, участник всех войн, с Персией, с Турцией, Францией, со Швецией. Так что, когда к 812 году он стал командиром корпуса, честно, заслужил. Семья богатая, а к концу жизни вообще стал одним из богатейших людей империи. Даже не буду вам называть, сколько было крепостных у семьи Витгенштейна, чтобы не прослыть германофобом. Звездный час Петра Витгенштейна – это действительно 812 год. Это как раз его действия против французских и прусских наполеоновских корпусов, в первую очередь против маршала Удино, которого он атаковал и отбросил в районе современной Витебской области под Клястицами, прикрывая направление к Петербургу. В общем, действовал удачно и против Удино, против Макдональда, сковывал их действия, ничего полезного сделать они не смогли, Петербургу не прорвались. Тут еще психология, как раз битва под Клястицами в Витебской области. Это была первая большая настоящая победа над наполеоновской армией наших. В 812 году
С психологической точки зрения это было очень важно. Александр I чувствовал это. Он хорошим был психологом, он всячески повелел превозносить эту победу в Петербурге. Наполеон еще был на территории России, а Витгенштейна уже чествовали как защитника Петербурга, защитника Петрополя, как тогда называли. Пожаловал ему Георгия второй степени, высочайшая награда. Понятно, что для поднятия офицерского военного духа. Мол, сражайтесь, старайтесь. Барклай вот Георгия второй степени получил только за Бородино. Сколько раз он там чуть не погиб. Так либо иначе, Витгенштейн французов в Петербург не пропустил. Потом служил, потом воевал с разной степенью успеха. Иногда его называли, что слава его раздута. Ну, слушайте, осуждать легко. Вот вы, как говорится, останьтесь с одним корпусом против двух французских маршалов, генералов наполеоновских, и защищайтесь. И посмотрим, насколько ваша слава будет раздутой. Получится? Молодцы. А мы давайте вернемся в нашу военную историю чуть пораньше. И вот вопрос еще от нашего телезрителя по поводу Лермонтова и Ермолова. Вот. Предыдущий вопрос был очень сложный, а этот вопрос простой. Почему Ермолов так ценил Лермонтова? Из экскурсии в Пятигорске нам рассказали, что он пришел в негодование, когда узнал, что Лермонтов был убит на дуэли. Наверное, они были друзьями, или Ермолов ценил его как военного. Вот друзьями и приятелями Лермонтов и Ермолов быть не могли не просто потому, что они совершенно разного социального статуса, общественного положения, но и потому, что их разделяют поколения. Я напомню, что Алексей Петрович Ермолов был проконсулом Кавказа с 1816 по 27 год. А Лермонтов служил на Кавказе много лет спустя, с 1838. Есть предположение у литературоведов, что Лермонтов и Ермолов один раз могли встречаться, когда Лермонтов якобы в Москве по пути на Кавказ или с Кавказа завозил Ермолову какое-то письмо от его корреспондента, но, честно говоря, никаких точных данных по этому поводу нет, и, может быть, и не встречались, может быть, оставил письмо в приемной, передал через камердинера. Но вот что правда, то правда, действительно, Ермолов гневно отреагировал на известие о смерти Лермонтова. Он заочно о Лермонтове был, естественно, прекрасно извещен и, безусловно, читал его стихи и произведения. Вот что писал Ермолов. «Уж я бы не спустил этому...» Троеточие. Мартынов имеется в виду. «Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его. Там есть такие дела, что можно послать, да вынувшие часы считать, через сколько времени посланного не будет в живых. Можно позволить убить всякого, будь то вельможа, знатный. Таких завтра будет много. А вот таких людей, как Лермонтов, гениальных поэтов, не скоро дождешься». Ну, не особо человеколюбивый взгляд у генерала Ермолова, но уважительный. Почему? Почему Ермолов так относился к Лермонтову? Напрашивается ответ, потому что Ермолов был образованный человек и любил людей образованных, любил поэтов, литераторов. Это само собой. Но, наверное, ему еще больше всего нравилось то, что Лермонтов был не только гениальным поэтом, он был еще и храбрым офицером и настоящим кавказцем. Почитайте Лермонтова, что такое кавказец. Это особый тип русского офицера, который много лет служит на Кавказе. Особые отношения между офицерами, особые отношения с солдатами. Это боевые офицеры. Это как афганцы, братство афганское у нас после войны в Афганистане. На страницах своих сочинений Лермонтов всегда подчеркнуто уважительно, опять же, литературоведы отмечают это, относился к Ермолову. Ермолов в тот момент опальный генерал, прославлять его впрямую не допускалось. Но он передавал романтизированное отношение настоящих кавказцев, настоящих военных к Ермолову, для которых он оставался легендарным командиром, под командованием которого они одерживали победы. Ермолов заботился о солдатах. Он видел в простом солдате, в младшем офицере, в первую очередь, человека. И, конечно, такая ностальгия по великому командиру у Лермонтова была. Поэтому, наверное, это Ермолову было приятно. И он ценил своего молодого и талантливого кавказского товарища, собрата по оружию.
Ну и какой рассказ, дорогие друзья, о нашей армии, о военной истории, об офицерах может быть без упоминания и демонстрации вот этого замечательного предмета, которому сильно больше 200 лет. Это офицерский нагрудный знак. Носили его вот так, на груди. Именуемый еще сокращенно горжет. Представляете себе, как выглядел рыцарь? Помимо шлема, естественно, закрывающего лицо, и всего закованного в металл, у него обязательно был высокий воротник у рыцаря, который закрывал горло от удара лезвием, от арбалетного болта, от копья. Вот это высокое горло, переходящее, собственно, в шлем, у рыцаря называлось горжет. Со временем эпоха рыцарей закончилась, но дух рыцаря сохранялся в офицерах европейских армий. И как воспоминание о рыцарских временах, европейские офицеры, а вслед за ним и наши офицеры, начиная с Петра I, начали носить на груди вот эти горжеты. Они, кстати, были металлическими, и чисто теоретически могли тоже нести какую-то небольшую защитную функцию. Но главная задача горжета, офицерского нагрудного знака, была другой. По нему солдат рядовой, и не всегда особо грамотный, мог сразу определить, кто перед ним. Потому что горжет, он металлический, а на нем золотая эмблема. Это не просто так. Это конкретное звание. А мог быть еще золотой ободок. А мог быть полностью он позолоченной краской покрашенный. Это все разные чины. Горжеты соответствующие носили в XVIII веке, как говорят, самые разные офицеры. Позже, уже в XIX веке, только обер-офицеры, до капитана включительно. Соответственно, солдат видел, как обратиться. Ваше благородие, госпожа удача, или ваше высокоблагородие, его превосходительство, тем паче его высокопревосходительство, которое солдат мог увидеть только издалека. Из строя генералы, понятное дело, горжетов не носили. Там дальше уже начинались эполеты с бахромой. И, кстати сказать, тоже все было осмысленно. Пока не было понятных погон со звездочками, и вид эполетов, и наличие отсутствия бахромы, и даже толщина и длина этой бахромы тоже соответствовала определенным чинам. И тоже подсказывала нижним чинам, и всем, собственно, кто перед ними. Генерал, полковник, или просто поручик, как, например, Михаил Юрьевич Лермонтов. С эполетами, но без бахромы. А тут, пока я вам всю эту историю рассказываю, мне научный руководитель Музея военной формы делает страшные знаки из-за камеры, поясняя, что этот горжет не простой, а гвардейский. И это горжет офицера 3-го гвардейского полка в нашей истории, Измайловского. Поэтому такой замечательный золотой герб. Поэтому здесь чистое поле, нет никаких надписей. А у преображенцев и семеновцев обязательно были даты Нарвской баталии, собственно, с которой слава наших первых гвардейских полков и началась. И, конечно, гвардейцы никакой не желтой краской красили свои горжеты. Все было по-настоящему серебряной, либо золоченой. Тем паче, что горжет был полковым имуществом. И поэтому, если что с офицером случится, то он не в семью отправлялся. А далее чинился и передавался следующему офицеру. Работа была опасной. И по Крымской войне эпохи Николая I и, собственно, по личности Николая I могу порекомендовать вам интересную книгу Александра Баханова, доктора исторических наук и сотрудника Академического института Академии наук нашей страны. Книга так и называется «Николай I». Поскольку мы здесь пытаемся под одной обложкой собрать вместе и художественную литературу, и историческую, и воспоминания, то здесь очень интересное приложение. Это воспоминания дочери Николая I, Ольги. Здесь написано пафосно. Великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской. На самом деле, это его дочь, звали ее Оля. Ее воспоминания об отце тоже в этой книге вместе с профессиональным историческим трудом доктора наук Баханова. Рекомендую. Учит чему-то история общества? Учит она чему-то власть имущих? Или все циклично? И общество обречено наступать
на одни и те же грабли? Серьезный вопрос от нашего подписчика или подписчицы. Помним мы все знаменитую фразу Ключевского. История не учительница, а надзирательница. Она не учит, но наказывает за незнание уроков. Тут мысль на самом деле очень важная. Трудно ожидать, что общество в целом будет извлекать из истории какие-то уроки, анализировать, обобщать, размышлять. Не надо слишком многого ожидать от простых людей. Тут для людей в целом важна другая функция истории, другое значение в сохранении исторической памяти, в том, что история дает примеры для развлечения хорошего, плохого, героев и предателей. Тут важна воспитательная функция, воспитание молодежи в первую очередь. Это для широкой публики. А, собственно, знание истории и ее осмысление необходимы прежде всего для тех, кто находится у власти, для властьпридержащих, для тех, кто реально хочет развивать страну, для ее образованного класса. Потому что только те, кто реально озабочены будущим страны, должны понимать, насколько важно усваивать и исторические уроки. Не надо думать, что в России с этим плохо, как может кому-то показаться. Если бы наша власть из раза в раз только и делала, что наступала на исторические грабли, поверьте мне, история нашей страны давно бы уже закончилась, и не было бы никакой России. Нам 1000 лет. Мы вторая страна по продолжительности непрерывного суверенитета после Англии. И наступая мы на одни и те же грабли, страны бы нашей давным-давно бы уже не было. Проблема тут в другом. Ведь история не циклична. Она не повторяется. А если повторяется, то очень и очень по-разному, по-другому. На каждом новом этапе развития руководству страны и ее политическому классу требуется не просто учитывать исторический опыт и, исходя из него, принимать правильное решение. Конечно, нет. Каждый раз новые вызовы, новые угрозы, новое время, новые обстоятельства. Обстоятельства уникальные. И тут никакой опыт, поверьте мне, ни Ивана Грозного, ни Екатерины, ни Петра, ни Ленина, Сталина, ничто это впрямую не работает. Нужно оценивать ту ситуацию, которая есть сейчас, современные обстоятельства. Надо все время находить баланс между тем, что происходит внутри, тем, что происходит вовне. Нужно уметь находить баланс между реальной оценкой современных обстоятельств, подходить к этому творчески, скажем, инновационно, и при этом учитывать исторический опыт. Только вот в этом залог успешного выживания и развития в современном мире. Поэтому от политического класса, от руководства всегда требуется умение мыслить современно, не шаблонно, практично, но, конечно, и знать историю. Знать историю тоже очень полезно. Без этого никак. И я желаю вам знать и любить российскую историю, понимать ее, чувствовать, осмыслять. У нас большая команда ученых, которая работает над учебниками истории для наших школьников. То задачу мы ставим перед этой командой, в общем-то, понятную, но непростую. Мы не должны зазубривать даты, зазубривать имена, пытаться впихнуть в школьника какое-то изобилие цифр, фактов, дат, таблиц. Нет, он должен понимать, конечно, костяк исторический, хронологически. Самое главное – понимать логику исторического процесса. Самое главное – попытаться переносить себя в то время и думать, размышлять, анализировать, как поступали мои предки, а как, может быть, было бы поступить правильнее, успешнее, исходя из постзнания, исходя из того, что мы знаем, чем это все закончилось. История настоящая должна уметь учить думать, анализировать, извлекать ошибки, а принимая решения сегодня,
опираться все это вместе и на современные реалии. Только так изучение истории будет по-настоящему полезным. И мы надеемся, что вместе с учителями нашими именно так мы будем историю в школе впредь преподавать. Воспитывать не болванчика, не память его просто тренировать, не зазубривать, а учиться думать. Думать и принимать решения. Вот такие люди и будут двигать нашу страну вперед. Ладно, это я отвлекся. Всего вам самого доброго. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.